Mama ain't happy. Nobody happy. So you better make mama happy. Ghazi make everybody happy. That's what the drugstore people say. Shit. Crane? Crane rhymes with train and brain and sane and grain and rain and plane and the other kind of plane and yes? And wait till mom see this. For Ghazi wins again. Hooray for Ghazi! Shh. The movie is on. Mama's watching. Привет, друзья! В этом месяце в Дубровинке, что в Хорватии, прошла одна из самых важных выставок для разработчиков игр Reboot Develop Blue 2019, на которой выступало большое количество спикеров от разных компаний. Эксперты отрасли продемонстрировали новые технологии и поделились с миром своими нюансами для использования в видеоиграх, среди которых работа с искусственным интеллектом, взаимодействие с API, технология трассировки лучей и многое другое. Журналисту Дэйву Обри из портала VCCF Tech удалось пообщаться с Павлом Ролледером, который является главным техническим директором или CTO в компании Techland. Обри в настоящее время упорно работает над Dying Light 2. Затрагивались разные темы, технические аспекты нового игрового движка Techland, облачный игровой потоковый сервис от Google Stadia, многострадальный Epic Games Store, возможный порт на Nintendo Switch и многое другое. Давайте разберемся во всем подробнее. Начнем с вопроса о Dying Light 2. Сегодня утром я разговаривал с Крисом Авилоном, который работает над игрой, и безусловно он также взволнован, как и мы. Как будет выглядеть конечный продукт? Что вы можете сказать о Dying Light 2 прямо сейчас? Dying Light 2 планируется как очень большая игра, поэтому после релиза первой части Dying Light мы внесли много изменений в нашу технологию для игр. Я насчитал 16 новых систем. И это все не считая внедрения потоковой передачи данных, внедрения новых инструментов генерации контента, новой анимационной системы, системы пользовательского интерфейса и новой системы квестов с выбором и последствиями. Так что за эти 2 года многое изменилось с технической стороны. Плюс компания после 25 лет решила работать над несколькими проектами одновременно. Таким образом, в данный момент мы разрабатываем 2 больших AAA проекта, разделяющие одну и ту же техническую базу. Мы работаем над этими играми параллельно, и одна из них это Dying Light 2. Итак, как движок Chrome прогрессировал с момента запуска первой части Dying Light? Теперь этот движок называется C-Engine. Слишком много изменилось, и мы решили сделать ребрендинг. Мы работаем над игровыми технологиями в течение 19 лет, и это следующая эволюция. Это самая большая эволюция со времен Dying Light. Например, мы ввели стриминг или подгрузку, который позволяет создавать действительно огромные или насыщенные миры и визуализировать очень подробную среду вокруг игрока. Это то, что для нас очень важно. Фотореализм и высокое техническое качество. Сейчас это наш главный приоритет. Как вы будете поддерживать моудинг в Dying Light 2? Я думаю, что на данный момент слишком рано об этом думать. Но да, мы поддерживаем наших игроков и наших создателей контента, как и в предыдущих играх. Могу вас уверить, мы определенно про это не забудем. Насколько я понимаю, технологии движка реализованы на DirectX 11. Правильно. Возможен ли переход на DirectX 12? Или Vulkan API? Да, у нас уже есть реализация DirectX 12, разрабатываемая совместно с DirectX 11, которая неплохо себя показала и довольно хорошо оптимизирована. Но прямо сейчас мы видим некоторые различия между ними. Так что есть места, где DirectX 12 показывает себя лучше и быстрее. Но также и такие, где нам все еще нужно работать над конкретными случаями и решать эти проблемы. Но в целом архитектура рендера более приспособлена для реализации DirectX 12. Поэтому мы хотим делать все правильно. И я действительно верю, что в конце концов это будет лучший опыт. Считаете ли вы, что эти API дадут вам больше прироста производительности в будущем? Да, именно поэтому мы и работаем с ними. Мы можем использовать оборудование более эффективно, используя Vulkan или DirectX. И это путь, чтобы задействовать игровое железо более эффективно, чтобы сделать игру еще красивее или быстрее.
Отразится ли это на Xbox One X и PS4 Pro? Можем ли мы ожидать каких-либо серьезных различий между базовыми версиями консоли и обновленными? Это очень интересная тема, потому что прямо сейчас существует огромный разрыв между консолями текущего поколения и ПК, как 5 или 6 лет. И это не считая того, что чуть ли не каждые полгода на ПК появляется новое поколение видеоускорителей. И поэтому в целом мы хотим поддержать широкий спектр систем, включая высокопроизводительные ПК с функцией просчета освещения в реальном времени или Ray Tracing. С другой стороны, наши игры также и оптимизированы для текущего поколения Xbox One и PS4. Xbox One X и PS4 Pro находятся где-то посередине, но самый высокий буст получат высокопроизводительные ПК. Поэтому мы считаем правильным дать тот же игровой опыт, но возможно немного улучшенный визуально, если у кого-то есть оборудование с лучшими возможностями. Но также это одна из самых больших проблем, с которой мы боремся прямо сейчас. Мы хотим создать игру, которая будет выглядеть хорошо, независимо от типа устройства. А также мы делаем зазор на будущие возможные типы платформ. Вы упомянули рейтрейсинг. Вы экспериментировали с трассировкой лучей в Dying Light 2. Да, прямо сейчас мы проводим исследования по этому вопросу. Мы не совсем уверены, будет ли это в финальной игре или нет, из-за возможного воздействия на производительность. Это огромный шаг вперед и действительно важно для нас, для достижения фотореалистичной картинки. И освещение является основным компонентом фотореализма. Но все же, мы экспериментируем прямо сейчас с некоторыми частями игры, в которых рейтрейсинг можно будет использовать для глобального освещения. Вы изучали технологию NVIDIA суперсэмплинга или технологию сглаживания с помощью тензорных ядер DLSS. Да, мы также проводим некоторые исследования в этой области. Мы делали некоторые предварительные выводы. И прямо сейчас тестируем и смотрим, как растет качество. Оно действительно увеличивается, так что мы также работаем и с этой технологией. Вы сказали, что придерживаетесь мультиплатформенности. Стоит ли обладателям Nintendo Switch ожидать Dying Light 2? Наш движок не поддерживает Nintendo Switch. Мы фокусируемся в данный момент на больших и сложных проектах. Но я могу сказать, что у нас может быть сюрприз для Nintendo Switch уже в конце этого года. Больше я ничего не могу сказать. Что вы думаете в настоящее время о конкуренции в игровой индустрии? Как Epic Games Store и Google Stadia? Как вы относитесь к конкуренции и новым игрокам на рынке? Techland всегда ищет новые технологии, и уверяю, мы внимательно следим, что происходит в отрасли, и конечно же оцениваем все технологии и различные способы распространения игры. Но в данный конкретный момент мы сосредоточены на производстве Dying Light 2. Это наша первостепенная задача сейчас. Так что мы просто наблюдаем за тем, что происходит. Нам любопытно знать о новых бизнес-моделях, потому что Google Stadia, на наш взгляд, станет некой Netflix или Spotify для игр. Мы увидим. Таким образом, бизнес-модель может быть изменена. Но все же, с технической точки зрения и с точки зрения разработчика, нам просто нужно сделать отличную игру. Какой бы ни была платформа, нам просто нужно позаботиться о масштабируемости игры. Потому что мы хотим получить доступ к как можно большему числу игроков. Вот почему нам так важно думать о разных платформах, разных магазинах и разных способах добраться до игроков. Но все же, вы знаете, мы не можем наложить руки на все. Так что мы просто делаем игру прямо сейчас. И мы проводим некоторые исследования и говорим с партнерами о том, как охватить настолько много игроков, насколько это возможно. Первый Dying Light был хорошо принят. Я могу только предположить, что Dying Light 2 будет больше и лучше, чем когда-либо. Вы ожидаете, что вторую игру полюбят еще больше? Даже сейчас мы очень удивлены, что люди до сих пор любят и играют в игру 4-летней давности. Не могу поверить, что прошло так много времени. Да, более 4 лет. И все же, у нас есть пара сотен тысяч игроков, играющих в игру каждый день. Мы были в топ-2 или в топ-3 в Steam в прошлом году. Так что да, это большой успех, и мы действительно очень удивлены. Вот почему мы решили представить новый контент для игроков, потому что они просто играют в игру, и это потрясающе. И мы хотим дать им побольше повеселиться, верно? А есть еще что-нибудь, что нам следует знать?
Вы можете быть уверены, что у нас есть все необходимое, чтобы действительно сосредоточиться на завершении Dying Light 2 и сделать отличную игру. Так что мы нацелились выше, чем первый Dying Light, и действительно ожидаем большого хита. Да, предстоит много работ, но мы все еще верим, что это будет отличный год, потому что мы знаем, что разработка близится к завершению. Нам просто нужно успеть. Спасибо, что уделили мне время. Вот как-то так, друзья. От себя могу добавить, что нелюбители магазина Epic Games Store могут выдохнуть спокойно. А с вами был канал Profit Games. Всем удачи и до встречи.